Друзья, кто самый страшный зверь в Африке? Лев? Нильский крокодил? Нет. Встречайте бегемота или гиппопотама. Парнокопытное млекопитающее из семейства бегемотовых. Существует всего 2 современных вида бегемотов, и это делает их довольно уникальной парочкой в мире млекопитающих. Обыкновенный бегемот – самый известный массивный представитель семейства, обитает в реках, озерах и болотах к югу от Сахары. И карликовый бегемот, в 5 раз меньше обычного бегемота, обитает в лесах и болотах Западной Африки, главным образом в Либерии. Но про маленького бегемота мы обязательно поговорим в другом видео, а сейчас обыкновенный бегемот. Поведение бегемотов отличается крайней агрессивностью. Драки самцов обычных бегемотов часто приводят к плачевному итогу для одного из участников, а случаи нападения бегемота на людей нередки. Бегемоты являются самыми опасными животными Африки. От его дурного характера ежегодно гибнет намного больше людей, чем от нападений леопардов, буйволов или даже львов. А масса этой речной лошадки позволяет ему считаться одним из крупнейших животных Африки. Вес некоторых бегемотов может превышать 4 тонны, так что гиппопотамы конкурируют с носорогами за 2-е место по массе после африканских слонов. До недавнего времени самыми близкими родственниками бегемотов считались свиньи, но великие умы передумали и сейчас считают, что наиболее близкими их родственниками являются киты. А при чем тут лошади? Потому что слово гиппопотам в переводе с латыни означает речная лошадь, а слово бегемот древнееврейское, оно имеет библейское происхождение и означает просто большое животное. В настоящее время бегемот обитает только в Африке, к югу от Сахары, хотя в древности он был распространен намного шире. Внешность бегемота весьма впечатляющая. У него массивное бочкообразное тело на коротких и толстых ножках. Ноги настолько короткие, что брюхо гиппопотама при ходьбе почти касается земли. А пасть бегемота может открываться на 160 градусов. Клыки как сабли по 50 сантиметров длиной. Самки немного меньше самцов. Интересно, что бегемоты набирают массу всю свою жизнь, поэтому чем они старше, тем крупнее. А еще у бегемота есть уникальные кожные железы, выделяющие в сильную жару особый слизистый секрет красноватого цвета. При этом кажется, что бегемот потеет кровавым потом. Этот пот хорошо предохраняет шкуру от солнечных ожогов и обладает дезинфицирующим свойством. Помимо всего прочего, этот пот отпугивает насекомых, коих очень много вблизи водоемов. Еще бегемоты обитают в Южной Америке. Да, вы не ослышались, туда их привез свой личный зоопарк Пабло Эскобар. После его ареста бегемоты убежали и теперь живут припеваючи и плодятся, чем сильно беспокоит местных животных. Ведь в Америке у гиппопо попросту нет естественных врагов. Жизнь бегемотов подчинена строгому суточному ритму. Большую часть светлого времени суток гиппопотамы проводят в воде, где спят или дремлют на отмелях, почти погрузившись и выставивши лишь верхнюю часть головы и спины. С наступлением темноты они отправляются на кормежку и возвращаются назад на рассвете. Взрослые самцы, не имеющие гаремов, чаще всего живут в одиночку. Между такими самцами особенно часто возникают драки за территорию. Столкновение бегемотов начинается с определенного ритуала. Вначале противники долго стоят друг против друга, широко раскрывая пасть и демонстрируя клыки. Драки бегемотов обычно длятся долго, до 2 часов, и бывают очень жестокими. Разъярившиеся гиппопотамы наносят друг другу страшные раны. Причем победитель часто преследует убегающего побежденного соперника. А бегает такая лошадь со скоростью до 30 км в час. Бегемоты, вышедшие на берег, проявляют особую агрессивность. Они не терпят соседства даже своих сородичей и отгоняют всех, кто смеет к ним приблизиться. Нередко гиппопо дерутся со слонами и носорогами. Особые отношения у бегемотов и с крокодилами. Нильские крокодилы и бегемоты, как правило, не конфликтуют друг с другом и иногда даже могут совместно отгонять от водоема противников. Самки бегемотов иногда оставляют подросший молодняк с крокодилами для его защиты от львов и гиен, а молодые крокодилы намеренно залезают на спины взрослым гиппопотамам. Однако в некоторых случаях крупные самцы гиппопотамов и самки с маленькими малышами могут вести себя агрессивно по отношению к ним.
другим, а крокодилы потом за это мстят и поедают детишек. Кстати, маленьким бегемотикам часто достается и от папаш. Обычно бегемоты держатся небольшими группами по 30 особей, хотя иногда встречаются и большие стада, до 200 голов. Гиппопотамов традиционно считают травоядными животными, однако в последнее время появились догадки, что это не совсем так. Есть свидетельства очевидцев о том, как бегемоты ловили и поедали газелей, антилоп и даже домашний скот, но в большинстве случаев они щиплят травку, причем водную растительность не едят, а возможно этого просто не видели. Ну и о любви. Хотя этот вопрос изучен довольно мало. Начинают хотеть любви гиппопотамы в возрасте от 7 до 15 лет. Примерно 2 раза в год, в феврале и августе. В стаде больших свинокитов обычно один доминантный самец, который имеет право на копыта и сердце своих жен. Беременность длится 8 месяцев. Детеныш рождается всегда один, весом до 50 килограммов. Первое время мамаша ничего не ест, постоянно находится рядом с новорожденным, пока он не окрепнет. Мать остается с детенышем вне стада около 10 дней. Кормит молоком своего дитятку она до 18 месяцев. Бегемоты – одни из редких примеров млекопитающих, наряду с китообразными и сиренами, чей детеныш способен сосать молоко под водой. Продолжительность жизни бегемота в дикой природе до 40 лет, в неволе до 50. Ведь в природе у взрослого бегемота мало врагов. Серьезную опасность для него может представлять только лев или нильский крокодил. И то, если бегемот не крупный. В 2006 году Международный союз охраны природы признал статус бегемота уязвимым. Это прежде всего связано с браконьерством, а аборигены добывают бегемотов ради мяса. И значительную ценность представляют и клыки бегемота. В Африке во многих местах разрешена трофейная охота на них. Огромной угрозой является разрушение среды обитания, неименуемое при росте населения Африки. Бегемот – одно из самых удивительных созданий Африки. Несмотря на внешнюю неуклюжесть, он прекрасно чувствует себя и в воде, и на суше. Этот гигант, весящий до 4 тонн, способен развивать удивительную скорость и сражаться за территорию с яростью настоящего бойца. Он играет важную роль в экосистеме рек и озер, удобряя почвы и создавая каналы, но численность бегемотов сокращается из-за охоты и потери среды обитания. За массивной тушей скрывается уязвимое существо, зависящее от сохранности природы. И чтобы сохранить бегемота, нужно сохранить его мир – водный, теплый и полный жизни. Для тех, кто долгое время с нами и кто хочет поддержать развитие канала, может перейти на платформы Boosty и Patreon по ссылкам в описании. Там видео будет появляться раньше и без рекламы, а возможно и видео, которых не будет на платформе YouTube. Надеемся, что вы цените наш труд. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какое бы животное вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!